Mesdames et messieurs, bonjour, comment allez-vous, ça va? Сегодня я вам предлагаю новую прогулку по Парижу по следам Д'Артаньяна и мушкетеров. Частенько задают вопрос, где жили мушкетеры, где жил Д'Артаньян? Вот сегодня и посмотрим, пройдем по следам героев романа Дюма. Кстати, если видео будет вам интересно, если оно наберет больше 10 тысяч просмотров, тогда мы точно продолжим исторические прогулки по Парижу. А пока по следам Д'Артаньяна. Начнем нашу прогулку по следам мушкетеров на правом берегу Парижа, на северо-западе столицы. Сюда редко забредает турист. Это площадь генерала Катру. В начале 20 века здесь было все семейство Дюма. Генерал Тома Александр Дюма, его сын и внук, оба Александры. Но во время Второй мировой войны памятник генералу Дюма был расплавлен. Впрочем, в 2021 году было принято решение памятник генералу Дюма восстановить таким, каким он был тогда, в начале 20 века. Так что вскоре все семейство Дюма воссоединится на этой площади. Памятник Дюма отцу спроектировал знаменитый Гюстав Доре. На Густава Доре большое впечатление произвел сон писателя отца, пересказанный художнику писателем-сыном. «Мне приснилось, — говорил Дюма отец, — что я стою на вершине скалистой горы, и каждый ее камень напоминает какую-либо из моих книг». А ведь он и правда за всю свою жизнь целую гору толстенных книг написал, томов 600, наверное, но, судя по памятнику, в сознание французов писатель вошел в первую очередь как литературный отец пылкого гасконца по имени Д'Артаньян. Свою карьеру в Париже Дюма отец, сын генерала и внук рабыни из Сан-Доминго, начал в канцелярии герцога Орлеанского. Платили ему скромные 100 франков, так что и жилье себе он снял скромное, в 2 шагах от итальянского бульвара. Молодой Александр Дюма отец переписывал своим красивым почерком бумаги в канцелярии герцога, а в свободное время усердно посещал театральные представления, водил в Медонский лес и в кабачки молодую соседку белошвейку Катрин. Она была постарше Александра Дюма на несколько лет, но она была беленькая, пухленькая, соблазнительная. И в результате этих лесных прогулок у Катрин родился мальчик, которого назвали Александром, как и отца. И когда младший Александр Дюма тоже стал писателем, он стал подписывать свои произведения, а Александр Дюма сын, так что старшему ничего не оставалось, как прибавить к своему имени отец. Родной сын Александра Дюма жил недалеко от памятника отцу и никогда не забывал сказать, проходя мимо него: «Здравствуй, папа». А Александру Дюма сыну и его знаменитой даме с камелиями памятник был поставлен на этой же площади в 1906 году. Но пора обратиться к месье Д'Артаньяну. Вот он, шевалье Д'Артаньян, собственной персоной восседает с обратной стороны пьедестала памятника Александра Дюма. Не стоит искать сходства между Д'Артаньяном настоящим и героем романа Дюма. Как известно, Дюма не притязал на лавру ученого. История, говорил он, — это гвоздь, на который я вешаю свои романы. Читая роман Дюма, вы, наверное, заметили, что излюбленное место прогулок наших мушкетеров – это был левый берег, старые улицы возле площади Сен-Сюльпис и Люксембургского сада. Вот туда-то мы с вами сейчас и отправимся. Итак, Д'Артаньян вступил в Париж пешком, неся под мышкой свой узелок, и бродил по улицам до тех пор, пока ему не удалось снять комнату, соответствующую его скудным средствам. Эта комната представляла собой подобие мансарды и находилась на улице Могильщиков, вблизи Люксембурга. Бывшая улица Могильщиков теперь называется улица Сервандони, и соединяет эта улица церковь Сен-Сюльпис и улицу Важерар. Это теперь она находится в самом сердце Парижа, в 2 шагах от Люксембургского парка и Сен-Жермен-де-Пре. А во времена мушкетеров это было предместье, лежащее за городскими стенами. Неудивительно, что именно здесь Д'Артаньян нашел пристанище по своему кошельку. Поселился Д'Артаньян в доме номер 11. Это был невысокий двухэтажный дом с 2 входами. Но дом номер 11 теперь это 5-этажный новодел, а вот в этих домах, в одном из них вполне мог поселиться Д'Артаньян.
Узнав адрес капитана полка мушкетеров господина де Тревилля, молодой гасконец понял, что и сам он поселился в 2 шагах от капитана мушкетеров. Он счел это добрым предзнаменованием, вернулся к себе в мансарду, весьма довольный своими первыми шагами, и уснул, как пишет Дюма, сном храбрых. Проснувшись, Д'Артаньян отправился во дворец господина де Тревилля на соседнюю улицу Старой Голубятни. На улицу Старой Голубятни мы с вами пойдем по площади Святого Сюльпиция. Во времена Д'Артаньяна и мушкетеров только-только заложили первый камень собора Сен-Сюльписе. Величественный фасад собора был построен в конце XVIII века. Площадь эту украшает фонтан 4 епископов, архитектора Висконти. Фонтан был построен только в середине XIX века. На улице Вьё-Коломбье проживал не только господин де Тревиль, но и Портос. Портос занимал большую и на вид роскошную квартиру на улице Старой Голубятни. Каждый раз, проходя с кем-нибудь из приятелей мимо своих окон, у одного из которых всегда стоял мушкетон в парадной ливрее, Портос поднимал голову и, указывая рукой вверх, говорил: «Вот моя обитель». Сейчас на улице Старой Голубятни живут люди весьма и весьма зажиточные, так что, может быть, пару домов подошли бы Портосу и господину де Тревилю. Тут надо напомнить, что названий улиц в то время еще не было. Называли улицы по имени какого-либо знатного лица, жившего здесь, по названию ремесленных мастерских и лавок или по какой-то приметной вывеске. Это уже в конце XVII века улицам стали присваивать имена принцев крови и знатных людей королевства. И только в 1728 году, то есть почти через столетие после описываемых в романе событий, вышел указ о том, что парижские улицы просто обязаны иметь название, а номера на домах пришлось ждать еще 3/4 века, и только в конце XVIII века появились номера домов в Париже. На улице могильщиков, бывшие могильщиков. И посмотрите, вот эта улочка, вы проходите 10 шагов, там, где стоит грузовик, это и есть улица Феру, где проживал Атос в романе Дюма. В своем романе Дюма писал: Атос жил на улице Феру, в 2 шагах от Люксембурга. Он занимал 2 небольшие комнаты, опрятно убранные, которые ему сдавала хозяйка дома, еще не старая, еще очень красивая, напрасно обращавшая на него нежные взоры. Д'Артаньян миновал двор, поднялся на 3-й этаж и неистово заколотил в дверь Атоса. Действительно, улица Феру находится в каких-то 50 метрах от улицы могильщиков, где жил Д'Артаньян. Точно так же эта улица спускается от улицы Важерар к площади Сен-Сюльпис. Чтобы зайти друг к другу в гости, мушкетерам вряд ли требовалось больше 5 минут. Что касается Арамиса,
то он проживал на улице Важерар, дом номер 25. Интересно, что недалеко от этого дома, на улице Рен, находится гостиница, которая носит имя Арамиса. Это единственное место в Париже, названное именем мушкетера. Приступая к нормальной жизни аристократа-гвардейца Д'Артаньян, еще не окончательно тогда истративший подаренный королем 40 пистолей, должен был непременно нанять слугу. Лакей ему порекомендовал Портос. Он увидел его на мосту Ля Турнеле, где Планше, так звали слугу, плевал в воду, любуясь разбегавшимися кругами. Портос утверждал, что такое занятие свидетельствует о склонности к созерцанию и рассудительности, и, не наводя о нем дальнейших справок, увел его с собой. Мост Ля Турнель – один из самых старых в Париже. До середины 17 века он был деревянным, но этот мост был унесен во время наводнения, и строительство нового каменного моста началось в середине 17 века. Сейчас этот мост соединяет левый берег и остров Сен-Луи. Мост украшает статуя святой Женевьевы, покровительницы города Парижа. Частенько мушкетеры и Д'Артаньян собирались в кабаке «Сосновая шишка». Что касается Д'Артаньяна, писал Дюма, то он поспешил в кабачок «Сосновая шишка», где его ожидали Портос и Арамис. Да, кабачок «Сосновая шишка», где так любили собираться мушкетеры, место вполне историческое. Находился этот кабак на холме Святой Женевьевы в доме номер 1 на площади Контрескарп. Вот она, площадь Контрескарп, дом номер 1. И там наверху на фасаде можно прочитать «Сосновая шишка» и год латинскими буквами 1200-й. Таверна «Сосновая шишка» существовала уже в средние века. Это было место встречи студентов, путешественников и разбойников, которые приходили сюда поделить свою добычу и замышляли темные дела. Это было место гибели и разврата. Но кабак славился своей кухней и замечательными винами. Помимо наших мушкетеров здесь бывали поэты и писатели, известные Франции, Франсуа Рабле и Франсуа Вийон, Иоахим Дюбеле и Ронсар, Рассин, Ла Фонтен, Мольер. Название площади Контрескарп напоминает об укрепленной стене времен Филиппа Августа. Давно уже нет былых укреплений, а площадь по-прежнему популярна у студентов латинского квартала. Прекрасная мадам Бонасье из романа Дюма, доверившись юному Д'Артаньяну, повела его, если помните, ночью к таинственному дому номер 77 на улице Лагарпе, но правильно по-французски говорят «Рю де ла Арпе», улица Арфы. Понятно, что речь в этом богословско-студенческом квартале могла идти только об арфе царя Давида. Когда-то это очень важная улица была, на ней стояли старые колледжи, а еще раньше римские термы, да и сейчас здесь сохранились красивые дома XVII века. И когда-то эта улица шла почти до Люксембургского дворца. В середине XIX века улицу обкорнали два новых османовских бульвара, бульвар Сен-Жермен и бульвар Сен-Мишель. Нынче это коротенькая пешеходная улица с ресторанами и кафе и с вечной шумной толпой туристов и студентов.
Анна де Бейле, леди Кларик, Шарлотта Баксон, баронесса Шеффилд, графиня де ла Фер, леди Винтер. Вас так много, а меня так мало. Знаменитая Миледи. Где проживала Миледи в Париже? Да вот здесь, на этой прекрасной площади, самой старой площади Парижа, которая называлась тогда Королевская. Ныне площадь называется Пляс де Воже, площадь Вагезов. Свою героиню Александр Дюма поселил по адресу своего друга Виктора Гюго, дом номер 6, Королевская площадь. Говорят, что Виктор Гюго обиделся и какое-то время с Дюма не разговаривал. А вот в XVII веке, во времена кардинала Ришелье и Людовика XIII, по этому адресу проживала знаменитая парижская куртизанка Марион де Лорм. Кстати, Виктор Гюго посвятил Марион де Лорм одноименный роман. Марион де Лорм была некоторое время любовницей кардинала Ришелье, но, в отличие от Миледи, она никогда не убивала герцога Бекингемского, а, напротив, была и его любовницей тоже. Строительство Королевской площади начинается в конце XVI века по приказу короля Генриха IV. Это самая старая площадь Парижа. Но закончить строительство площади при Людовике XIII, поэтому и памятник здесь Людовику XIII. Правда, та старинная бронзовая скульптура была расплавлена во время Французской революции, а нынешняя статуя – начала XIX века. Еще интересная деталь – именно здесь, на этой площади, в одном из домов, несколько лет проживал и сам кардинал Ришелье. Впоследствии он переезжает в Кардинальский дворец возле Лувра. И в заключение хочу сказать, герои Александра Дюма и сегодня являются собой некий образец национального характера. Как отмечала критика французская, герои романа предпочитают храбрость добродетели, но зато сколько в них великодушия, изящества, решительности, находчивости, кипучей энергии, верности в дружбе. Для всего мира мушкетеры стали символами прекрасной Франции, храброй, щедрой и легкомысленной. И жительницы разных стран, благодаря Дюма, представляют себе любого нынешнего француза, похожим на Д'Артаньяна и мушкетеров. И как же не быть всей Франции благодарной лихому толстяку папаше Александра Дюма, который представил миру национальный характер француза в такой привлекательной ипостаси. Donc c'est parti, on va continuer à gueuler. Non, non, non. Eh oui, oui, oui. Eh non, non, non. Oui. Augmentez les salaires. Augmentez les salaires. Augmenter les salaires et pas les actionnaires. De l'argent, il y en a dans les poches du patronat. De l'argent, il y en a dans les... Pour 200 000 embauches à la santé et l'action sociale, vous êtes là! En claquant que le prêtre achète sa coca. C'est nous, c'est nous, c'est nous. Le service public, c'est qui? C'est qui? Hôpital pour vous soigner. Eh bien demain, il n'y en aura plus de seigneurs fonctionnaires. Il faudra que vous alliez voir le service qui vous sera fourni par votre assurance dans la clinique privée, avec le médecin, avec des patients d'honoraires, et là vous aurez vos yeux pour pleurer. Благодаря сегодняшней демонстрации, поскольку закрыт бульвар Сен-Мишель, я могу идти по центру бульвара и снять вот этот замечательный вид на Дворец правосудия и церковь Сен-Шапель. А Сен-Шапель смотрите мое видео на YouTube.